Итак, нам предстоит сейчас подняться на самую высокую точку в Германии. Гора называется Зugspitze. Что, приключения начинаются? Мы поднялись к самой высокой точке, к замку Нойшванштайн. Мы находимся в городе Füssen. Вот это все, это озеро. Кланяется, видишь? Итак, нам предстоит сейчас подняться на самую высокую точку в Германии. Гора называется Zugspitze. Гора делит две страны, Германию и Австрию, то есть наверху проходит граница. Добраться можно тремя способами. Поезд, канатная дорога и фуникулер. Мы выбрали более живописный вариант, поедем на поезде, потому что оттуда будут открываться прекрасные виды. Ехать, да, час 15 где-то, а на фуникулере ехать где-то минут 15, даже 10 минут ехать на фуникулере. Но лучше все-таки потратить больше времени, но посмотреть больше красивых видов. Правильно я считаю? Правильно. В путь. Вот даже чтобы добраться до поезда, надо проехаться будет на этом автобусе. Внизу у нас где-то плюс 20, наверху минус 3. А где-то по погоде. Так, а вот наш зубчатый поезд. В ожидании. Что, приключения начинаются. Мы едем на самую высокую точку Германии. Ехать примерно час 15 по живописнейшим местам. Я думаю, будет круто. Мне уже нравится. Наша семья очень любит поезда. Ну а если эти поезда доставляют вас до самой высокой точки Германии, то это не может не радовать. Поезд делает несколько остановок, а последние 5 километров он идет в туннеле. Примерно минут через 40 будет последняя остановка, и нужно будет сделать пересадку на зубчатый поезд. После прибытия на конечную станцию нужно пересесть на фуникулер, который поднимет вас на самую вершину Зugspitze. Мы только что ехали на этом поезде, и на станции
Партекирхен пересели на зубчатый поезд, который уже едет до конечной станции. Причем внизу нам об этом не сказали, мы уже только методом Сами дедукции поняли, поняли, да. А потом еще надо пересесть будет куда, Ирочка? На фуникулер. Так, у нас последняя остановка сейчас будет. Пересаживаемся на фуникулер. Мы выехали из туннеля. Это озеро Альбзе. Да, мы выбрали поезд и не пожалели, потому что из окон открываются потрясающие виды от зеленых лужаек до снежных холмов. Итак, мы поднялись на поезде на какую-то станцию, эту последнюю, к фуникулеру. Про фуникулер ни черта не видно. Поднялись сейчас на горы, глаза совсем не открыть, очки обязательно нужно брать. Снег белющий, тут просто на лыжах кататься можно. И заранее одевайте длинные носки. Холодно. Очень закладывает уши. Скорость такая хорошая. Девочки, рюкзаки берите, пошли. Итак, мы находимся на самой высокой точке Цукспидше. 3000 метров. И вот тут такой есть крест. Еще в конце прошлого века один из пасторов решил установить его сюда, потому что он посмотрел на эту гору, подумал, что было бы неплохо украсить ее. И стали ставить такие кресты. Ну, в Германии много где таких крестов стоит на горах. Итак, смотрите вниз. Озеро Эльбзе. Оно на самом деле очень большое. Здесь высота, ну, метров, наверное, 3000, как я уже сказал раньше. Сейчас я приближу. Да, не сильно приблизил. Зловещая тишина. Вот туда мы вниз поедем сейчас, на фуникулере. Мы только что спустились с гор в такой замечательный сказочный город-герой Гармиш-Партенкирхен.
От себя хочу добавить, что когда спуститесь с небес, с горы Цукшпице, вы попадете в этот город. Достопримечательность Гармиш-Партенкирхен. Обязательно прогуляйтесь по его живописным улочкам. Посмотрите на эти здания разноцветные, с красивыми рисунками. Зайдите в местные аутентичные баварские ресторанчики. Отведайте вкусного глинтвейна и местной всякой всячины. Ну и, конечно же, запейте все это прекрасным пивом. Это вход в ресторан. Куда-то там туда вниз. В туннель. Сейчас мы побывали в ресторане Мейнплац. Это очень вкусный ресторан. Тут очень сытные большие блюда. Мы взяли бургер. Он, между прочим, с лесными грибами. И не банальный, без булок. Очень вкусно, советую. Гармиш уверенно участвует в моем внутреннем шорт-листе на номинации «Лучшие маленькие городки мира» наряду с Монтре и Марбельей. В общем, будете проезжать мимо, не пропустите. Город очень классный. Вот так вот красиво менюшки висят, видите, на вилочках, ложечках. Пам-пам-пам, прам-пам-пам. Сидят три тополя на плющихе. Итак, тот самый замок-легенда, замок-сказка Ноншвайнштайн в переводе с немецкого означает «новый лебединый камень». Ноншвайнштайн стал прототипом замка «Спящей красавицы» в парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. А также он входит в число самых фотографируемых мест планеты. Точная копия замка, построена из более чем 300 тысяч деталей, есть в Леголенде города Гюнсбург. На ежегодное техническое обслуживание Ноншвайнштайна обходится казне в 14,5 миллионов евро. Несмотря на всю красоту, оригинальность и богатое убранство комнат, Людвиг II не собирался устраивать там торжественные приемы и встречать гостей, а он задумывался о том, как замок одинокого рыцаря. Мечта интроверта фактически. Кстати, Людвиг II даже не был женат. Еще примечательный факт. В конце Второй мировой войны часть золота Рейхсбанка хранилась в замке Ноншвайнштайн. И в последние дни войны золото было увезено в неизвестном направлении. По слухам, оно было утоплено в ближайшем озере Аллат. Ребят, Аллат. Все запомнили? Так, мы подъехали к местечку Навштайн. На этих автобусах возят к замку Ноншвайнштайн. Ибо пешком идти минут 40, но еще можно на повозках вот на этих.
Да, потрясающий замок, конечно. Так, мы сейчас попытаемся подняться наверх, вон туда. Там народу никого, гораздо лучше вид. Здесь толпа. Так, путь наверх идет через такие тропы узкие. Они ничем не ограждены, конечно же, но тем и интереснее. Но можно осмотреться, нефиг делать и повредиться. Вот такая узкая тропа. Надо таким гуськом, как бы змейкой пройти. Мы не будем к обрыву подходить, не переживай. Мы поднялись к самой высокой точке, к замку Нойшванштайн. Позади нас обрыв. Да, смотрите, под нами уже обрыв. Никаких ограждений. То есть мост находится... Здесь еще есть такая смотровая площадка. Но для тех, кто хочет экстрима, вот можно подняться сюда. По такому достаточно скользкому пути с корнями деревьев. Но в принципе не так, чтобы опасно, нормально. Значит, посмотри со стороны на мост можно с моста вот с этого. Он, кстати, не надо было открыть после реконструкции. Ну и а также сверху, если пройти дальше. Вот там, где-то на горе. Вид отсюда такой. Но здесь, как правило, много народу. Сейчас эти поменьше рассосались. Ну а дальше все как-то надо будет пройти дальше к замку. Оп, оп. Опа, Gangnam Style. Да, Людвиг II, конечно, заморочился. Но при этом он 20 лет строил этот замок и всего 170 дней прожил в нем, пока его не убили. Итак, мы у замка Диснейленда. Так, дальше мы поднялись наверх к замку и попадаем во внутренний дворик. Когда-то на этом балконе стоял Людвиг II и командовал парадом. Какой красивый домик, да, господа? Но есть-то поинтересней. Также второй вариант добраться наверх. Это вот такие повозки. Едут они медленно, но верно. Но мы идем реально быстрее повозки. И напоследок. Европа знаменита дворцами, которые построены в горах или сельской местности. Но самым популярным все-таки и по праву считается замок Нойшванштайн. И многие даже не подозревают, что видели его во многих фильмах.
Итак, мы добрались до конечной цели нашего путешествия – знаменитой романтичной дороги. Перед нами городок Фюссен. Несмотря на знаменитое на весь мир соседство с замком Нойшвайнштайн, городок Фюссен достоин отдельного упоминания. В конце концов, городу 8 веков. И это типичный, сказочный баварский городок. И вот несколько фактов. Фюссен является конечной точкой знаменитой романтической дороги, пролегающей через всю Баварию. На берегу реки Лех снималась реклама шоколадок Милка. К слову сказать, именно корова является главным символом города. Открытки с изображением радостных буренок, так же как и коровьи колокольчики, продаются на каждой сувенирной лавке. Слушайте, ну прямо как в Индии. Священное животное. As long as we're together, this moment lasts forever. Городок Фюссен. Казни готов. Рубите не очень сильно. This moment lasts forever. Пустой город, просто пустой. Город Фюссен. Друзья, будете находиться в замке Ванштайн-Шмайн-Шмайн, обязательно сюда зайдите. 5 минут езды на машине. 21, too hard to call. This moment lasts forever, 'cause the night still is true. I feel the passion. В городе есть множество пабов, кафе и закусочных. Но большинство туристов целенаправленно ищут Gasthof Kron. Ведь это тематический ресторан, оформленный в стиле средневекового рыцарства. И здесь принято есть руками, вытирая грязные пальцы об огромные бумажные слюнявчики. Но, собственно, как это делаю я. Как же мы любим такие аутентичные места. А вот Миланкин биф-суп. А ресторанчики Баварии как раз-таки славятся своей аутентичностью. И особенно они славятся своим баварским темным пивом. Так, всем вынесли вот такие передники, чтобы никто не обделался, да? Все это превращается в конструкцию в виде баварского национального костюма. Ресторан называется Gasthof Kron. И тут есть меню на русском языке. Большая редкость для Германии. Интересные позиции. Итак, Ира заказала судака с картошечкой и с брокколи. У меня по старинному обычаю свиная рулька с кеннельком и с капусточкой. Выглядит очень аппетитно и очень много. Вот моя рука. В общем, недолго думая, Ира, Согревшись чаем. попив чая, заказала себе все-таки глинтвейн. Кстати, глинтвейн здесь никто не понимает этого слова, а некоторые они называют ротвайн. То есть ротвайн – это красное горячее вино. Просто красное вино, да, ну, ротвайн. Ира на 5-й день не выдержала и заказала рыбу. Посмотрите на нее. Я сказал, не буду я больше есть ваши сосиски и рульки. Хватит с меня. Наелась я. Сами жуйте.
Ваши сосиски. Наша свиная рулька, это очень большая порция для одного человека. Лучше брать на двоих. Есть ее надо исключительно руками. Вот так понять. И об этом написано в меню по-русски, что в нашем ресторане пищу едят руками. Просто с фантастикой. И не подаются салфетки. И не зря такие Подаются только переднички, об них можно вытирать руки. Да. Все. Заказал еще одно пиво, смесь темного и вайсбера, нефильтрованного, светлого. Попробуем. Очень необычный такой вкус, прямо сладковатый и при этом с оттенком темного пива. Очень вкусно. Только что побывали в этом прекрасном ресторане. Милаш, как тебе понравился ресторан? шикарно. Блинный суп и картошечка фри с поджаристыми куриными наггетсами. А у тебя, мой дорогой папа, гуль. Нет. Гулька. Чудесно. Просто. Короче, по-моему, эта девочка много болтает. Рубите, короче говоря, рубите. As long as we're together, there's no one lasts forever. Вот так можно посидеть на уютных шкурах. Вот такой классный ресторан. Небольшой верблюд, но тем не менее с таким видом на мост и реку. Maybe the same helps to keep me warm. Мы находимся в городе Фюссен, прямо на берегу озера Форзенгея. Это озеро, это все, это озеро. Оно осушается раз в год для того, чтобы не дать прибрежным зонам быть затопленными. Если вы пройдете немножко по прогулочной дорожке, вы можете увидеть там большой корабль, который стоит на суше. Озеро существует только с июня по октябрь. То есть в июне полные реки начинают спускаться с гор, его затопляют, и корабль выходит и путешествует. Здесь также есть спуски для катеров, которые сейчас поросли травой, и фактически можно прогуляться до середины озера пешком. Оно далеко. А в июне берега озера наполняются прямо вот до краев. И здесь стоят отели и рестораны прямо на берегу озера. Так, и вот этот спуск для катеров. То есть уже вот с этого места, где я сейчас буду стоять, начинается вода. То есть летом здесь стоит вода. И тут все озеро. А весной можно гулять еще пока. А вот там вдалеке виднеется корабль, на котором, возможно, можно будет проплыть по этому озеру. Вот это все озеро. А вот это остров. То есть, если вы будете смотреть на Maps.me, вот эта часть суши будет изображена как остров. А вот это все озеро. Вот вплоть до тех лесов. Вот конкретно мы стоим на этом месте. Вот Maps.me, Вот точка Maps.me синяя, показывает, это мы. да, и вот этот кораблик, вот он стоит. Ну, собственно говоря, мы стоим на берегу. Мы стоим на берегу озера. По карте смотрите. И вот этот остров, это вот он. То есть обман зрения получается такой, да. Вроде на берегу озера стоишь, а на самом деле на суше. Ну вот конкретно вот этот корабль, который, в принципе, даже обозначен на Maps.me, он большой, действующий, с винтом, двухэтажный, почти лайнер, можно сказать. И если посмотреть на стену слева и справа, то видно, где уровень воды. Там, где вот серое вот это место,
Вот здесь была вода. И слева тоже там обозначен уровень. Так, человек, выйди из кадра. Озеро наполняется, корабль приподнимается и плывет круизом по озеру. То есть мы В сейчас сторону под водой. Австрии. То Мы есть сейчас под водой плывем. фактически, да, здесь сейчас под водой мы. где-то Через месяц тут метра будут два. рыбки. Да, и тут вот еще чудаки типа нас ходят. Немецкие, правда, чудаки. Ну, очень прикольно. И тоже смотрят. А вот Это там вот необычное место. пирсу, там люди сходят. Да, Через вот месяц берут тут удочку и будут ловят плавать рыбу. рыбки. Вот на этом месте будут плавать рыбки. Так что все сюда с удочками. Да. Так, вот это озеро. И на берегу озера стоят спа-отели. Но они сейчас тоже работают. Люди в халатах ходят. Вот ресторанчики. Сейчас просто уже поздно, поэтому все закрыто. Первое название Фюссена – Фётебас, от испорченного на немецкий манер слова «нога». Ну что, за 800 лет город-то сменил название уже 5 раз. Сначала это был Фёзен, потом Фёцен, затем Фёцен, и после этого Фюссен, и наконец-таки Фёссен. То есть по-русски Фюссен просто. Очень похожие названия, но чуть-чуть отличаются. Но если вам и Фюссена мало, то вокруг него много всего интересного. Как я уже и говорил, это замок Нойшвайнштайн, королевские термы и вообще много разных замков безумного Людвига. Ну и в конце у нас оставалось буквально пару часов на город-герой Мюнхен. Поэтому то, что успели, то успели записать. А так вообще в нем, конечно, есть где разгуляться. Это и музей BMW, это и Октоберфест. Правда, проходит он в конце сентября, в начале октября. Это Deutschen музей. Много здесь, много всего. Госпожа полицейская, госпожа полицейская, не велите казнить. Это кофе на колесах. Казалось бы, ничего необычного. Но тут целый грузовик. Так, мы находимся в здании старой ратуши. И во дворике этой ратуши есть велопарковка. То есть, если взять вот эту верхнюю планку, вот эти верхние палки, отодвинуть на себя, она автоматически опускается вниз. Вы ставите велосипед, просто толкаете ее, и велосипед поднимается на второй этаж. Вот видите, вот здесь, например,
Велосипеды стоят на втором этаже. Это велопарковка. Чем она примечательна? Смотрите. Берете, опускаете кронштейн, ставите сюда велосипед, поднимаете велосипед и загоняете его сюда. Все. Собственно говоря, вот они так стоят. Просто платите какую-то копеечку и дальше идете пешком. Поднимаемся в церковь Святого Петра вот по таким узеньким коридорчикам. Высота примерно 50 метров. Такие вот окошечки старинненькие. Так, мы поднялись на собор Святого Петра на самый верх. Вот она площадь Мариенплац. И это здание новой ратуши. Тут центр города весь как на ладони. Мы только что были вот там, наверху. Вот там. Сейчас там люди по мозгам долбят колокол. У них в центре города по выходным вот такие вот палатки с едой национальной. Сосиски, кондитерские изделия, мясные. То есть то, что в России категорически запрещено, здесь, пожалуйста. Прямо в центре города. Люди кушают, отдыхают, пьют пиво. Значит, скульптура сделана из песка. Он мастер вырезает. Эти собаки сделаны полностью из песка. Кланяется, кланяется, видишь? Все-таки Мюнхен — это столица Баварии, друзья. Но он не такой симпатичный, как все вот эти вот городки, по которым мы сейчас проехались. Только центр Мюнхена, да, интересный. Чуть в сторону, там уже пробел.